Итак, представьте себе ситуацию, в которой вам совершенно случайно нравится Ведьмак. Я знаю, что это сложно, но просто представьте. И вот вы смотрите определенного ютубера, который выпускает ролики по Ведьмаку, чтобы узнать больше об этой игре и вселенной. Как вдруг этот ютубер выпускает ролик не по Ведьмаку, а по какой-то другой игре. Еще и говорит, что она будет лучше, чем Ведьмак. Я бы от такого прифигел. Зашел бы на ролик, влепил бы дизлайк, написал бы гневный комментарий, строчек так на 5, что он ничего не понимает. И еще бы от канала отписался на пару деньков, чтобы он понял, как был неправ. Однако не успеваете вы нажать на кнопку дизлайка, как ютубер тут же рассказывает вам о причинах такого мнения, не отвлекаясь на мелочи и всякую шушуру. Вы слушаете его и понимаете, что тоже заинтересовались этой игрой и решили ждать ее вместе с ним. Как думаете, эта история может оказаться реальной? Всем привет, мое имя VoiceRebus, это просто канал об играх, и в 2024 году, ориентировочно конечно же, планируется релиз ремейка легендарной экшен-РПГ от третьего лица под названием Готика, которая расскажет историю приключений безымянного каторжника, которому вынужденно приходится стать орудием в руках богов ради собственного выживания. Это одна из первых игр, которые я прошел полностью, и как-нибудь обязательно вам расскажу об этом подробнее, но пока 3 важные причины, почему ремейк Готики стоит ожидать даже больше, чем новых Ведьмаков. Для начала напомните мне, а какой у нас сейчас год? 2023. Так себе год, верно? В любом случае, ближайший к нам новый Ведьмак выйдет только через пару лет, в далеком 2025 году. И это по информации от тех ребят, которые 8 лет делали Киберпанк и еще 2 года его доделывали, которые прямо сейчас работают почти над десятком проектов сразу, создавая совершенно новую игру, новую сагу на новом движке, учитывая, что большая часть команды CD Projekt Red только-только доделали дополнение для Киберпанк 2027. Что могу сказать? Удачи! Лично я в 2025 верю только в первый геймплейный или даже CGI ролик, который будет иметь с игрой на релизе общего столько же, сколько и тизер Киберпанка. То есть одно название. А вот Готика ремейк уже существуют. Нам показывают какие-то скрины, ролики на движке игры, дают интервью и рассказывают об игре. И несмотря на то, что она еще не доделана, релиз явно поближе, чем у Ведьмака. 2024, как говорят разработчики, или же 2025, если брать с запасом и наверняка. Время, как ни крути, показатель важный. Пусть уж лучше красные постараются как следует и не торопятся выпускать своего франкен-монстра в люди. Я лучше подожду от них хорошей игры. И в это время с большим удовольствием вновь окунусь в мир Готики. Ведь Ведьмак и Готика во многом схожи. Сеттинг, харизматичный герой с особым отношением к окружению, определенная нежелаемая ими избранность. Главное дождаться легендарной озвучки от Чунишвили, ну или хотя бы, чтобы игра вышла в России. Да. Хотя тут такое дело. Россия, несмотря на то, что тот же Хогвартс Легаси официально в стране не продается, так и заняла 4-е место среди всех стран по количеству игроков во всем мире. Так что вопрос, скорее всего, не в том, будет или нет продаваться, а в том, как. Как вы сейчас покупаете новые игры, когда официальные сервисы не принимают оплату из России, еще и желательно подешевле? Ответ на этот вопрос очень прост, ведь есть торговая игровая площадка DivMark, где множество различных продавцов продают все, что вам нужно. Новые и старые игры для большинства сервисов и платформ, возможность просто закинуть денег на свой кошелек в Steam, PlayStation или Xbox. Можно легко пополнить баланс Amazon, Nintendo и даже iTunes. Просто зайдите в раздел карты пополнения. Еще есть игровая валюта и, конечно же, различный софт. В общем, все, что можно только пожелать. Но главное, это методы оплаты, которые действуют с территории России. Хоть банковской карты, в том числе и МИР, хоть Киви. Так что переходи по ссылке в описании, знакомься с продавцами и лотами, а также, чтобы покупки были еще выгоднее, даю эксклюзивный промокод EREBUS и скидку 10% на любой товар. Ссылочка, конечно же, в описании. Впрочем, это уже иная история. Сейчас важнее вот какой вопрос. А вы знаете, что выйдет еще позже, чем новый Ведьмак? Верно, ремейк первого Ведьмака. Но что гораздо хуже, ремейк первого Ведьмака пока что больше смахивает на совершенно новую игру. Сейчас по описанию это некая смесь нового Ведьмака, а точнее его наработок, ассетов, механик и движка с третьим Ведьмаком, его открытым миром, подходом к повествованию и всего того, что так понравилось игрокам. От первого Ведьмака остается лишь название локаций, персонажей, а также какой-то скелет сюжета, которые теперь будут намазаны на открытый мир.
Пока что складывается ощущение, что от первого Ведьмака остается только обертка, тогда как ремейк первой Готики — это именно та самая игра, только немного расширенная, где нужно улучшенная по механикам, где старая уже неуместная и так далее. То есть разработчики как минимум пытаются, как минимум на словах, дотошно повторить оригинальную игру с ее уникальным миром и атмосферой. Лично я люблю хорошие ремейки именно за это, а не за то, что они становятся совершенно другими играми. Конечно, не факт, что в итоге все окажется именно так, как я сейчас говорю. Тот же Ведьмак ремейк на манер Ведьмак 3 — это очень классная идея и потенциально хорошая игра, которая позволит фанатам провести еще немного времени с Геральтом в привычной обстановке третьего. Однако это будет не тем самым первым Ведьмаком в лучшем случае, а в худшем станет восприниматься как новое видение альтернативной вселенной, спаси меня, Гюнтер, на манер Netflix. Тогда как Готика старается быть именно Готикой. Это ли не прекрасно? И последнее. Сейчас я буду покушаться на святое, но третий Ведьмак не во всем идеальная игра. У нее есть минусы, но они или незаметны, или перебиваются плюсами, грамотно сглажены и не бросаются в глаза. Для многих в этой игре минусов считаю, что нет, однако кое в чем та самая старая Готика имеет даже сейчас преимущество перед третьим. Буду краток, большая вариативность прокачки с ее визуальным отображением. Например, прогрессия изучения навыков фехтования. То есть вот ты дрыщ, еле-еле бьешь картокрысов, держа дубину в двух руках, а вот ты уже мастер одноручного клинка, рассекающий пируэты. Тогда как Геральт как махал своим клинком по ведьмачьи, так и машет им до конца игры. Понятное дело, что он ведьмак и обучался этому еще в крепости, но ощущения прогрессии нет. Магия, где ты начинаешь с простой маленькой огненной сопли и заканчиваешь полноценным огненным дождем, который при удобном случае похоронит под собой как Геральта, так и Девакина. Классная система фехтования с эргономичным управлением клинком и возможностью проводить боевые связки, четко контролируя поведение клинка. Хоть система устаревшая и совершенно неизвестно, что будет в ремейке, но на тот момент она ощущалась очень хорошо. Большая вариативность отыгрыша в выборе разных лагерей со своими квестами и особенностями. Конечно, разветвленные диалоги считаю, что не подвезли, можно только ляпнуть что-то не то стражнику, чтобы тебя на месте прибили, но зато мини-разветвление по лагерям со своими квестами, подходом, лором, снаряжением и прокачкой. Более закрытый, ограниченный, но проработанный псевдооткрытый мир, похожий на мини-лабиринт, за барьером или на острове, с интересным наполнением, со всякими секретами и сокровищами. В отличие от огромного пустого мира Ведьмак 3, в Готике всегда был смысл лазить. Там сундук найдешь с ценным лутом, там огромный меч. Носить, конечно, ты его вот так сразу не сможешь, силенок не хватит, но всегда можно очень дорого продать. И таких микромоментов достаточно. Конечно, даже в совокупности они не делают Готику лучше третьего Ведьмака. Вы меня поймите. Кроме того, все эти аспекты сугубо субъективные. Но как бы я хотел, чтобы даже подобные нюансы проработали в новом Ведьмаке, вы даже не представляете. Но пока эта сторона новой саги нам неизвестна, я и предлагаю дождаться и насладиться ремейком Готики. Ведь мое имя Эвойс Ребус. Это просто канал об играх. Я уже здоровался, забыл. Вообще именно это изначально было вступлением, и я хотел рассказать, что вы меня знаете как заядлого фаната Ведьмака, который выпустил уже 1000 роликов на тему, кто лучше, Йен или Трис, а потом еще про какие-то игры рассказать и почему мне нравится Готика. Но давайте о другом. Давайте представим, что вы не знаете, что за игра такая Готика. Сейчас в двух словах расскажу. Готика — это одна из первых классических представителей жанра экшен-РПГ, которого, кстати, на момент релиза-то, считай, еще и толком не было, где очень сбалансированы и экшен составляющие, и возможность отыгрывания роли персонажа. Вы играете за некоего безымянного героя, которого осудили за неизвестное нам преступление и отправили на каторгу на рудник, который был окружен большим и непроходимым изнутри барьером. Когда-то давно внутри барьера случилось восстание, и теперь там правят преступные криминальные элементы, а нашему герою придется там как-то выжить. В целом, это и есть наша главная цель. Выжить, выбраться из-за барьера и, наконец, начать спокойную, размеренную жизнь. Но для начала придется постараться. Побыть мальчиком на побегушках, убить парочку-другую монстров и человек, присоединиться к одному из лагерей, а также столкнуться с главным секретом барьера. Первый акт игры посвящен знакомству с миром, его обитателями, лагерями и исследованию всего, что можно. Это самый длинный и сложный акт, где вы выступаете в роли мясного жука, которого все стремятся обмануть, нагнуть, обокрасть или просто раздавить. Вас даже встречает игра ударом кулаком по лицу.
Однако, пережив такую школу жизни, вы превратитесь из отброса в высокоуважаемого члена общества, получите доступ к учителям, снаряжению и информации, а также сможете отомстить за тот самый удар. Для этого нужно всего лишь определиться, к какому лагерю присоединяться. Рассказывать про это подробно не буду, или вы знаете, или вам будет интересно узнать самим, но именно выбор лагеря определяет философию вашего поведения и дает доступ к некоторым квестам на ближайшее время. Именно лагерь определяет ваше снаряжение и возможности прокачки, а также то, как к вам будут относиться другие. И хотя глобально сюжет игры не изменится от вашего выбора, путь, которым вы пройдете, будет немного отличаться. На самом деле хочется рассказать об игре много чего, но во-первых, ролик не об этом, а во-вторых, мы сейчас с вами готовимся к ремейку, а значит нужно больше внимания уделить тому, что в ремейке будет иначе. Ведь ремейк — это создание игры с нуля, ее актуализация, расширение и совершенствование. Готики эти аспекты тоже коснутся. Итак, что же нам известно именно о ремейке на текущий момент? Релиз ожидается в 2024 году, и разработка пока идет по графику. На текущий момент игра еще не готова, ни один ее аспект не сделан на 100%, и пройти игру, насколько я понимаю, полностью пока еще нельзя. Именно исходя из этого я делаю вывод о возможном переносе на 2025 год. Но и амбиции у разработчиков подросли по сравнению с оригиналом, так что в принципе простительно. Игру в первую очередь делают для фанатов серии Готика. Не ради повестки или актуализации под современные требования, а ради тех игроков, которые помнят и любят серию, и их любовь при этом должна привлечь новую аудиторию. По крайней мере, такой план. Также важно понимать, что ремейк не будет иметь совершенно ничего общего с тем игровым тизером, который был выпущен в 2019 году. Может, конечно, какие-то модели, текстуры или элементы, конечно, и дернут, но в целом это совершенно другая игра, гораздо больше похожая на оригинальную Готику, но лучше. Например, разработчики заявляют, что очень плотно работают над анимациями. Одним из слабых аспектов, кстати, оригинальной Готики. Стремятся сделать их максимально реалистичными, и для этого записывают движения целыми сессиями по 20-30 непрерывных минут, а не короткими фрагментами, что позволяет увеличить естественность анимаций. Еще один важный аспект — это искусственный интеллект неписей. Ведь Готика в свое время предлагала немыслимо живое поведение болванчиков и полное ощущение живости мира, где каждый занимался своим делом. Вот это хотят не только сохранить, но и улучшить, создав еще более живой мир. При этом этот мир не станет намного больше, однако немного увеличат общий масштаб, в особенности расстояния между объектами. Все ради реалистичности, проработки, детализации и чтобы не создавалось ощущение, будто копошишься совсем уж в лягушатнике. Также вместе с этим оставят и расширят взаимодействие с окружением. Посидеть у костра, покрутить вертел с падальщиком, съесть яблоко — все это без проблем. Также разработчики стремятся немного расширить мир, вернуть первоначальные идеи, которые не успели реализовать в оригинальной игре, и добавить больше возможностей на поздних этапах игры. Помните, я говорил, что первый акт посвящен исследованию и выполнению побочных заданий. Так вот, чем ближе вы подходили к финалу, тем меньше вас отвлекали от него, ставя полностью на сюжетные рельсы, где ваш выбор лагеря уже не имел никакого значения. В ремейке разработчики хотят немного исправить это и расширить влияние выбора лагеря до самого конца игры. Снаряжение, доспехи и оружие будет как точно повторять оригинал, так и возможно добавить что-то дополнительное. Меню и интерфейс явно переделают на корню, ибо это уже устаревшие элементы. А вот музыку оставят, доработают, переработают и запишут новую. Учитывая, что пишет музыку тот же композитор, то я просто счастлив. Ведь в отличие от разработчиков оригинальной Готики, Кай Розенкранц свою работу делал все лучше и лучше. И в каждой последующей Готике музыкальное сопровождение становилось все более совершенным. Однако не все так идеально, и больше всего меня волнует боевая система. Из лука можно будет просто стрелять, без привязки конкретно к цели, а примерно как в третьей Готике. Наводишься сам и стреляешь. Окей, почему нет? С магией тоже примерно все понятно. Есть самонаводящиеся, есть прицельные, есть массовые заклинания, как, например, в первоапрельской шутке с бочками. Разработчики, конечно, говорят о более сильном различии в магии между тремя богами, но это скорее про то, где как достать эти заклинания и какая будет на них реакция. Также говорят, что система
своему прогрессии менять особо не будут. Каждый уровень дает навыки, которые можно потратить на то, что больше нравится. Система учителей мастеров также остается. Но вот что меня реально волнует, это именно система ближнего боя и фехтования. В тизере она была ужасной, совершенно выбешивала. Я считаю ее полнейшим провалом. Если разработчики оставят за основу именно ее, то для меня игра моментально из хорошей превратится в полный кусок дерьма. Для экшен-РПГ очень важна интересная, несложная и увлекательная боевая система, которая радует глаз и эффектно чувствуется. Некий формат упрощенного слэшера. Проблема в том, что в своих интервью разработчики говорят о каком-то нажатии в нужный момент, комбинации направления ударов, подготовки до начала сражения и сложности сражения с одиночными целями или стаями. Звучит очень пугающе. Впрочем, боевая система — это одна из тех частей игры, которая еще не была завершена, и я очень надеюсь, что они сделают верный выбор. До релиза ведь еще есть время. Так что подождем. Очень не хотелось бы, чтобы совершенно провальная третья Готика с ее ужасающим ближним боем оказалась лучше ремейка. Все еще не понимаю, почему оригинальные разработчики на фоне популярной формулы первых двух частей Готики решили создавать новую часть совершенно иной. Насколько я люблю первую и вторую Готику, настолько же я не принимаю третью. Она не Готика. Простите, дело даже не в том, что там той самой Готики меньше, чем будет в новом Ведьмаке от Геральта. Просто третья Готика — это совершенно другая игра, с другим сюжетом и историей, другими характерами персонажей, другим миром. Другая игра. Тут все. Про дополнение Арканию мы не вспоминаем. Это ведь не Готика. Верно? Однако стоит понимать, что моя любовь к Готике не совсем настоящая. Просто она была у меня первой. Все же мы помним свой первый раз. У меня дядя вернулся с рейса и решил передержать свой комп у нас, который я в оплату хранения решил использовать по полной. Вот на нем-то я и обнаружил установленную Готику. Счастье-то сколько было, ведь родители тогда не хотели мне покупать личный компьютер, так что дядя неосознанно исполнил мою давнюю мечту. Хотя, если честно, я точно не помню, чему был рад больше. Ведь дело в том, что помимо Готики, на компе было много и других интересных вещей, которые, как я понимаю, помогали коротать одинокие вечера моему дяде на корабле, и которые явно не были предназначены для взора тогда еще юного натуралиста. До сих пор не понимаю, почему родители не подумали об этом заранее, оставляя его комп у меня. Ну да ладно, Готика — отличная игра для своего времени, темная лошадка, от которой никто и ничего не ожидал, однако покорившая миллионы игроков и все еще радующая многих фанатов, конечно же, при активной поддержке сообщества. Советовать прямо сейчас проходить оригинал всем бы я не стал, игра, как по мне, хоть и играется лучше, чем первый Ведьмак, особенно вторая Готика, но все же технически и морально устарела. Так что после всех этих ваших РДРов и третьих Ведьмаков восприниматься будет тяжело. Но вот на ремейк планы, конечно, ого-го. Надеюсь, вы разделите со мной это ожидание. Ну а я буду делиться с вами всеми новостями, секретами, слухами и подробностями. Для этого подписывайтесь на Telegram, там информация всегда выходит более оперативно. Если же хотите поддержать, то можете подписаться на Boosty, там ролики выходят раньше YouTube без рекламы. Или прямым траншем через Donation Alert с приятным, ну или неприятным сообщением. Если нет, то как минимум подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии под видео, чтобы помочь его продвижении, и переходите по первой ссылке в описании и в закрепленном комментарии, чтобы мне помочь. А на этом все. Увидимся в следующем видео и пока-пока.